Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится с первых дней 2026 года? На пороге каких событий вы стоите со дня на день? Новый год уже не за горами, мы уже в него практически входим. Давайте узнаем, что изменит вас, а что изменит вашу жизнь. И на картах цыганского старинного пасьянса мы узнаем, какие события вас ожидают в ближайшие дни. Должна сказать, что, скорее всего, весь январь нам Уран в это движение будет помогать адаптироваться к той реальности, которая сложилась. И связано это будет, скорее всего, с какой-то прошлой историей или с чем-то нам уже очень хорошо знакомым. И Уран в данном случае помогает. 26 апреля он перейдет из знака Телец в ваш знак зодиака. Но я могу сказать, что до конца июля это уже связано будет где-то с Сатурном, планетарными транзитами. Он-то хоть и в прямом, директном движении, но градусы, конфигурация та же, как он был в ретро. Поэтому какие-то прежние истории, может быть, как гештальты нам приходится закрывать. Но это такое небольшое отступление. Кому это интересно, я приглашаю на свой сайт, и я оставлю ссылку в описании под видео. Точнее, ссылки у меня много разных статей. Переходите, читайте, переходите на мой телеграм-канал, кому это интересно. Все ссылки в описании под видео, я буду вам искренне рада. Итак, давайте, какие же события на пороге? Именно о событиях нам больше рассказывают карты пасьянса, без ненужной философии, психологии. Нам конкретно показывают, с чем это может быть связано. Конечно, останемся реалистами, мои дорогие, но искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. Что же там спешит на ваш порог? Какие события идут в вашу жизнь, близнецы? С чем это связано? Ну, или с кем, может быть, и так. Так, и в первом ряду не вижу я совпадений. Ладно, пойдем с вами дальше. Ну, вот вам и совпадение, семейное счастье. Но это могут быть и домочадцы, это могут быть и вопросы дома. Или для тех, кто в сольном варианте, может быть, вы всерьез задумаетесь, а так ли мне уже это надо. Но вообще любовь близких, внимание, участие, душевное тепло. Посмотрите, ну и, наверное, эти все дни, они как раз как, ну, как никакие другие праздники, да, и Рождество, это именно наш дом. И любовь. Роза– это любовь, мои дорогие. Ладно, закрытый путь. Ну, может быть, это вы собирались куда-то ехать, но по каким-то причинам не получилось. Для кого-то из вас не было, может быть, возможности. Ага, а тут вот интересно выпадает. Смотрите, закрытый путь и колокол. Колокол– это какое-то известие, причем то, которое мы слышим, ну, как внешне оно приходит. Может быть, это связано с какой-то внешней обстановкой. Может быть, это вы куда-то даже и собирались, а тут вы понимаете, нет, я туда не поеду, а поеду в другое место. Или какая-то дорога отменяется, или, может быть, ну, что-то такое происходит, когда, ну, куда-то идти даже не нужно, да, или каким-то делом заниматься не нужно. Ну, давайте мы разложим до конца, узнаем, что же это такое. Но у вас еще выпадает ангел, как будто ангелы присматривают за вами. Вообще прописано как доброжелатель в этом пасьянсе. И есть какой-то доброжелатель, есть человек, который к вам относится искренне, всей душой по-доброму. Смотрим дальше, что у вас еще совпадет. Вот смотрите, какой-то путь вы закрываете. Вы тут баланс явно какой-то держите. И это будет связано с каким-то сообщением. Может быть, это сообщение действительно связано с какими-то внешними событиями, именно так по колоколу. И ведь это есть такой элемент, что несколько неожиданно, да, мы вот так оторопели. А откуда это вообще на нашу голову свалилось или откуда это взялось? А тем не менее, вам даже, пусть это колючее какое-то сообщение, а оно вам помогает правильно расставить все по местам. Куда-то дверь-то вы закрываете, там нет прогресса. Уран ведь он все меняет и забирает именно то, что прогрессу не служит, а открывает то,
как раз это тот путь, который нам нужно следовать. Вот что-то подобное у вас происходит. Но более того, смотрите, кольцо, прочный союз. То есть прочный союз и доброжелатель. И вот этот вот открытый путь. Пусть будет так. Может быть, это касается даже у вас каких-то отношений. Может быть, это и по работе, потому что выпадает голубь. А голубь — это всегда наше благополучие. То есть это и вопросы дома, и вопросы личной жизни. Ну, понятно, и финансы, деньги, откуда они к нам приходят. Вот какие-то такие самые простые, но самые злободневные темы для вас будут актуальны. Да, и не случайно ретро-Уран, он сейчас в ретро-движении. И вот смотрите, документы. Вот именно больше этот пакет, как будто с сургучной печатью, официальные какие-то бумаги или важные бумаги может означать. Вы будете что-то либо готовить, либо составлять. Или это пусть будут какие-то контакты с конкретным человеком, когда вам тоже нужно, опять же, получить какой-то документ, но предварительно что-то согласовать. Я этого не исключаю. И уран переделываем, мы говорим, да, если ретро-движение. Это и переписать, и пересмотреть, может быть, еще раз переобсудить какую-то тему и найти общие грани соприкосновения или интересов, или договориться с кем-то. Вот у вас абсолютно точно есть какая-то возможность. Вы, кстати, мои дорогие близнецы, можете по какой-то причине волноваться, получится, не получится. Дважды получится, потому что как будто нам уже обещают радость. Вы останетесь довольны. Что-то у вас получится осуществить, какой-то план. Посмотрим, что еще мы можем соединить. И в нашем пасьянсе по вертикали, по горизонтали мы можем сложить значения. И у вас выпадает молния. У вас как будто два таких информационных потока, может быть, как и, может быть, где-то неожиданный, да, вот как этот колокол. Ну и молния это тоже молниеносная, как телеграмма, ну, может быть, какой-то звонок или сообщение в нашу цифровую эпоху, будь то мессенджер или СМС, или то, что вы опять же услышите. Тут для вас именно что-то и получается, как будто то, что вот, как я говорила, такая новость неожиданная, но каким-то образом это вам во благо, по крайней мере. Если держать руку на пульсе, для себя можно какие-то очень основательные весомые бонусы получить, даже если для этого придется куда-то отправиться, что-то согласовывать или с кем-то, ну, какие-то переговоры, беседы вести, может быть, деловые, может быть, это личного характера. Тут у каждого по-своему. Вот буквально с первых дней января какая-то динамика у вас идет. Ну да, я в своих видео говорила так планетарно. Похоже, что январь сам по себе динамичный месяц. Не будет вот этой, знаете, долгой раскачки, пока там мы после праздников придем в чувство, да. Нет, тут как-то нас дела быстро могут закрутить. И тут, правда, у кого-то могут быть, посмотрите, как доброжелатель в вашем доме. Тут действительно семейное счастье. А для тех, кто один или одна, может всерьез задуматься. Вот такие праздники, когда все находятся дома, да, особенно в Рождество, ведь сугубо домашний семейный праздник. Кто-то может всерьез задуматься, ну, как же здорово, когда все-таки я не один или одна, а когда есть те, которые меня искренне любят. И пусть вы сейчас еще пока вот именно в сольном варианте, то допустить хотя бы эту мысль, что можно быть счастливым и вдвоем тоже. Вот это да. И тогда, знаете, это как правильные мысли, которые вы отправите во Вселенную, а мысль у нас материальна, поэтому то, что, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, все равно это нам как-то возвращается, приходит. И если мы готовы в этом направлении как-то двигаться, рассматривать, мы об этом думаем не один какой-то короткий момент, а в принципе это желание нашей души, чудеса случаются. Встречи тоже случаются, мои дорогие. Ну, а для тех, кто в паре, тут даже я допускаю, все разные мы, да. Если были какие-то вот в вашей семье условности или в вашей паре, или что-то вы тут, ну, может быть, не согласовали, не нашли взаимопонимания.
семейное счастье и вот именно этот костер. Как раз тут могут быть очень важные вопросы, которые вы будете прояснять, причем в таком, знаете, в добрых каких-то энергиях. А для кого-то это вопросы непосредственно стены, места вашего пребывания, проживания, где, как, каким образом. Но, видимо, вот это благополучие. Каким-то образом вам нужно понимать четко. Вот как, знаете, какую-то стезю для себя вот вы проложили или сказать самому себе, вот чего вы действительно хотите. И задачи перед вами такие на 2026 год. Правда, прочитайте мои гороскопы, особенно кармический декабрь. Потому что вот эта программа на 2026 год, судя по всему, где-то тут начинается буквально с первых дней января. Я думаю, подсказок будет больше. И возможностей самое главное. Ну, от нас самих зависит, упустим мы что-то или скажем: "Ну нет, я еще подожду", или "Нет, вот я так не хочу, а, вообще об этом не думаю". Ну, это уже решаем только мы сами. Ладно, давайте приступим к продолжению нашего расклада, про нашего прогноза. Что же для вас прояснится с первых дней, в ближайшие дни? Буквально, может быть, со дня на день что-то у вас прояснится. Давайте узнаем, что прояснится для близнецов со дня на день. Да, какая-то история с отношениями, которая длится очень давно. Очень добрая карта. И тут у каждого по-своему. Шестерка кубков для кого-то будет означать семья в сборе. Может быть, и дети, может быть, у кого-то и внуки, у кого-то и родственники. И тут неважно, кто-то, может быть, из вас поехал куда-то, да, или к вам кто-то спешит. Я этого не исключаю. Ну, точно так же для кого-то и помириться можно. Или какая-то история отношений, которая длилась долгое время, как выходит на новый уровень, тоже не исключаю. Тоже вы будете прояснять, что и какую-то задвоенную ситуацию будете, какие-то непонятки, то, что, ну, как, знаете, какой-то баланс, может быть, вы держали. Вот у нас тут жонглер, да, я бы еще сказала финансовое, может быть, все-таки два пентакля. Нам говорят, какое-то время ты как будто балансировал, да, и есть такое значение по карте, как будто тебе сейчас будет достаточно 2 пентакля. Может быть, это вы долгое время жили в режиме экономии. Вот есть такой момент. Да, и тут нам мало что жонглёр жонглирует, да, так еще и на качелях. Посмотрите, какой баланс двойной. Вот благодаря, видимо, этому двойному балансу вы можете и помириться, и договориться, и что-то прояснить, и быть правильно услышанным или услышанной, и понятым. Понимаете, вот такой момент очень важный. Но и какая-то, если мы говорим проясниться, да, давняя история, которая очень хорошо знакома, что прояснится для близнецов. Но тема финансов тоже прояснится. Может быть, есть какие-то задумки в плане финансов, в плане работы. Для кого-то из вас эта карта, знаете, как помощь. Вообще это карта помощи даже высших сил. Иногда мы так трактуем. Почему? Потому что шестерка пентаклей– это как наивысший баланс, мои дорогие. Поэтому я так в целом, давайте скажу, что на смену вот какой-то двойственной, может быть, дважды ситуации приходит ясное понимание, что вам зачем нужно, а что вам не нужно совсем. И в этом вам буквально высшие силы помогают. Может быть, и человек какой-то тоже помогает. Я такого не исключаю. Но тем не менее, как будто и по деньгам все равно мы должны оставаться внимательными, потому что по этому аркану, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Поэтому, ну, видимо, в каком-то эквиваленте баланс все-таки мы держим. Что идет или что вы завершите, возможно, от чего откажетесь сами с первых дней января, с первых дней года. Что уйдет? Колесница. Ну, может быть, вот как этот закрытый путь. Либо вы кого-то ждали, человек по какой-то причине не явился, не приехал, что-то вы пересмотрели в сроках, да? Или когда вы наоборот сами куда-то собирались, а потом вы передумали. Может быть, человек к вам едет, да? Или перенесли какие-то сроки. Тут явно будет, уйдет то, что было связано с какими-то перемещениями, дорогами или но, тем не менее, ведь эта карта успеха может быть у кого-то связана с работой. Да, давайте мы проясним эту карту.
что уйдет. У кого-то по части перемен, надо мне эти перемены или не надо. Вот какой-то внутренний диалог очень сложный уйдет. Причем то, скорее всего, рядом аркан Верховной Жрицы. Смотрите, тут два старших аркана. Кто-то из вас мог, ну вот так, сам-насом, да, как мы говорим в Беларуси, сам-насом, обдумывать, что же тут мне нужно вообще это или мне это не нужно. Может быть, это касается либо работы, либо, может быть, работа, которая связана тоже с перемещениями, командировками, или пусть это будет связано с конкретным человеком, да, какая-то встреча. Скорее всего, это находилось вот именно в вашей ментальности. Вы об этом никому не говорили. Может быть, это были какие-то сомнения, суждено ли вот вообще, возможно ли встретиться, или возможно ли мне получить такую работу или нет. Вот и так ведь тоже может быть, потому что все-таки это карта успеха. Успех или в отношениях, или успех может быть в делах, в работе. Почему нет? В заработках. Мы все разные. У каждого что-то свое на кону. И вот по жрице это мы, знаете, могли голову условно сломать, думая, или так, или эдак, или как, или что тут будет. Так а что же тогда в конце концов, с чем же вы определитесь? Ого, на кону солнце. Вы знаете, вот эти двойственные мысли, вот какая-то путаница у вас действительно заканчивается. Вы четко понимаете, чего вы хотите. И точно так же четко понимаете, чего или кого вы не хотите. Солнце. И, скорее всего, вот эта история или та конфигурация, мои дорогие, которая у вас складывается на начало января, с первых дней. Вы этим будете заниматься 6-8 месяцев. Это карта выбора правильного направления. Поэтому что уйдет? Что-то уйдет из того, что, может быть, вы считали, в этом мой успех, в этом моя удача. А здесь вы как-то сами передумываете или видите реальность с другой стороны. Мне нечего добавить. А на кону солнце, ваше счастье. А вверху, посмотрите, еще и помощь высших сил. Поэтому вполне вероятно, вот эти вот новости, которые к вам приходят, информация, они могут быть своеобразным триггером с одной стороны, а с другой стороны, волшебным пенделем для того, чтобы с чем-то определиться. Я надеюсь, вы понимаете мой сленг. Ну, зато понятно, правда? Я так думаю, именно так. Что же нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие близнецы? Ну, или, может быть, что-то будет продолжено в каком-то новом эквиваленте или ключе. Так что же нового? Выход из лабиринта. Ведь правда, нам снова говорят, что да, какая-то информация может быть побудительным мотивом. Любовь, семья, финансы, дом полная чаша или, знаете, такой благополучный дом, комфортный дом, правда, но и десятка пентаклей все-таки решение денежных вопросов. Что нового идет в вашу жизнь? Ого, императрица. Какая-то интересная личная история у вас может свидетельствовать о переводе отношений на новый уровень. Даже, может быть, вы задумаетесь о новом статусе. И здесь статус может быть у каждого по-своему, да, смена статуса. Приобретаем имущество, мы уже как владельцы становимся, да. Это мы владеем чем-то, и у нас новый статус. У кого-то может быть на уровне взаимоотношений, когда мы ну, договариваемся жить вместе, может быть, оформить эти взаимоотношения. У кого-то все-таки императрица. Императрица плодовита, да, мы говорим. Ну и буквально плодовита кто-то, мои дорогие девочки, может быть, ждет ребенка. Ну, перекладывайте, если это соответствует вашему возрасту и поставленным целям. Вот такое вот. Или задумайтесь о том, чтобы э, завести ребенка, да, родить ребенка. У кого-то из вас, мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни или, вы ждете вместе с этой женщиной, ребенка вашего общего. Но это точно так же могут быть ваши планы, мои дорогие, потому что императрица плодовита, мы сказали, но это не только буквально, а это именно какая-то идея рождается. Это то, что мы хотим продолжать. Но, в принципе, по императрице, это, знаете, с одной стороны, мы надеемся сами на себя. По этой карте мы не боимся брать за кого-то ответственность, безусловно. И если мы по части дипломатии, неважно, с чем связаны вопросы. Вот благополучие строится где-то на дипломатии. Ведь императрица сильна именно тем, что она умеет договариваться. Даже с императором, на то она императрица. Я часто по императору, когда карта выпадает,
Я говорю, есть два мнения, мое и неправильное. Вот, вот такое вот, может быть, и есть сложный человек. Мои дорогие близнецы, у вас нет ничего невозможного, что стоит только захотеть. И как-то ваша жизнь, правда, буквально с первых дней января пойдет с правильной ноги. Пусть так будет. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где собраны все мои творческие работы со всех каналов YouTube и моего сайта. Может быть, кому-то это будет удобно. А также читайте мои публикации. И я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.